Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я вам расскажу про топ-10 смартфонов до 25 тысяч рублей, примерно до 3,5 долларов. Почему до 3,5? Потому что сейчас курс на Али ниже 60 рублей за доллар, и в принципе там что-то может даже заползать, но не дороже 25 тысяч, это точно. Во всяком случае, сегодня, вчера и завтра. Если вы будете смотреть этот топ чуть позже, то вполне возможно все будет дороже. Топ на смартфоны дороже 500 долларов, допустим, такие как на iPhone 13 Pro Max и подобное, уже был на канале, смотрите по ссылке в правом верхнем углу. Топ на смартфоны из разряда того, что старенький какой-нибудь Poco F3 и все подобное, был в прошлом году. В этом году я вам сообщу, стоит ли покупать, по моему, опять же, субъективному мнению, что-то из прошлогоднего. Спойлер, разумеется, да, но это специфические девайсы, это в основном не MIUI, и опять же решать всегда вам, что и когда и зачем брать. Самое главное помнить, что не стоит покупать лишнего, и не стоит сейчас по мне покупать что-то для перепродажи. Почему? Потому что Авито в прямом смысле переполнен. Не забудьте подписаться на канал, подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал скидок. Во взаимопомощи почти 15 тысяч человек, на скидках 58, и там я еще постю новости и примеры съемок каких-нибудь новых девайсов. Но это лирика. Смотрим. Сразу предупрежу, что данный топ это лишь выжимка из основных характеристик смартфонов, а также их плюсы и минусы. Полноценные обзоры на смарты и множество примеров съемки видео доступны по ссылкам в описании к данному топу. На все эти девайсы у меня есть обзоры, плюс там вы, разумеется, можете почитать комментарии пользователей уже данных смартов, а это, мне кажется, самое полезное. Также на лайв-канале есть прожарки отдельных из этих смартов, самых интересных для меня, чтобы вы могли понять их особенности. Курс доллара, повторяюсь, продолжает нас радовать. Напоминаю, что максимальная сумма товара без таможни 1000 евро, то есть можете любой смарт покупать, таможни в Россию не будет. И напоминаю подписаться вам на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок, там самое интересное. Плюс не забудьте о розыгрышах. 5 Mi Band 6 серии разыгрывается ежемесячно за лайк, подписку и коммент к любому видео, плюс наушники OneMo, плюс наушники Sony и плюс еще разыгрывается один защищенный смартфон. Так что все в описании, участвуем, смотрим. На 10-м месте моего топа находится Motorola Moto Edge S30. К плюсам отнесу нафаршированность данного смарта в этой ценовой категории, начиная от встроенной памяти последнего поколения и заканчивая максимально мощным процессором. Также отнесу к плюсам частоту обновления экрана в 144 Гц, что круто, и разъем USB Type-C версии 3.1. Это прям редко встречается. Лоток для сим-карт прорезинен, плюс карму Lenovo. Я не оговорился, Motorola ведь принадлежит именно бренду Lenovo. Вес у смарта 203 грамма, он совсем не легкий, как по мне. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания, что удобно. Экран размером 6,8 дюйма выполнен по технологии IPS, так что люди, страдающие от мерцающих AMOLED-дисплеев, будут рады. Но помните, что IPS он в принципе дешевле по технологии, чем AMOLED, по этой причине тоже этот смарт стоит недорого. Я точно знаю, что есть большая группа людей, предпочитающая IPS-экраны. Вот вы все спрашиваете, где же не AMOLED? Вот. Плотность пикселей 398 ppi, почти идеальная, полноценный мультитач на 10 касаний есть у всех смартов из данного топа, поэтому больше его в топе упоминать не буду для экономии вашего времени. Частота обновления экрана 144 Гц поражает воображение, но, как говорится в одном анекдоте, есть один нюанс. Процессор Snapdragon 3 восьмерки Plus очень шустрый, графический процессор Adreno 660, интерфейс MyUI 2.0 на базе Android 11 вполне неплох, очень похож на стоковый Android в Pixel 6 Pro. Оперативки на выбор может быть 6, 8 или 12 гигабайт, тип оперативки последний LPDDR5. И да, я слегка оговорился, процессор предпоследний. Смартфон поддерживает Wi-Fi версии 6E, может работать в мобильных сетях 5-го поколения, в стоковой прошивке есть запись звонков, вибра не топорная, но не настраиваемая. Bluetooth версии 5.2, GPS-модуль работает отвратно. Показал точность в среднем в 10 метров, и это при том, что есть поддержка целых 6 навигационных систем. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, но в PC-марке показал он всего 4 часа 50 минут, что очень мало. Полностью смарт зарядился от родного адаптера на 33 Вт, что довольно скромно по нынешним меркам, за 1 час 49 минут, и это нереально долго. Так долго даже лоукостовые смарты сейчас не заряжаются. Блок камер запоминается, выглядит довольно интересно. Он состоит из 3 модулей, основного на 108
мегапикселей, производство Samsung, сверхширика на 13 мегапикселей и макромодули на 2 мегапикселя. Оптической стабилизации нет, только цифровая, но отрабатывает она неплохо. Напоминаю, что очень часто цифровая даже лучше оптики отрабатывает. По факту. Количество модулей вспышки оглашать в данном топе не буду, так как не всем это интересно. А вот время просмотра ролика будет у вас чуть меньше. Кому интересно, все характеристики смартфонов доступны, еще раз повторяюсь, в отдельных полноценных обзорах по ссылкам в описании. Видео Smart пишет максимум 8К 24 FPS, может также в 4К 60 FPS, ну и меньше. Фронталка на 16 мегапикселей расположена по центру экрана и снимает видео максимум в разрешении 1080p 30 FPS. Минусы. Скромный блок питания, я бы сказал, очень маленький по сравнению с брендами первого эшелона, но хотя бы зарядка в комплекте. Звук моно, что очень плохо, нет поддержки карт памяти, нет защиты от влаги, нет мини-джека, нет ИК-порта, относительно долгое срабатывание сканера отпечатков пальцев, интерфейс у китайских версий может быть только на китайском и английском языках, русского нет, и это кого-то может остановить от покупки. Нет NFC-модуля, вы не сможете использовать MirPay для оплаты, нет беспроводной зарядки и тыльная часть смартфона очень маркая. Цена нереально выгодная, и еще один недостаток, несмотря на то, что ценник очень выгодный, это Lenovo. И те, кто знают, что такое Lenovo, они поймут. В целом, в топе он обязан быть, но опять же, это для тех, кому нужно прям сэкономить и получить практически топовый смартфон. Welcome. Напоминаю, что ссылки на покупку всех смартфонов будут в описании, также поищу их еще в российском ритейле. Если они будут, то смотрите их. На 9-е место своего топа я поставил Realme GT Master Edition. Не супер свежий смарт, но свое место в пищевой цепочке средняков он занял плотно и оттуда не вылетает. Плюсами данного смарта является традиционно для Realme отличный комплект, включающий смарт, быструю зарядку на 65 Вт, кабель, чехол и защитную пленку. Не самые большие размеры смарта и вес в 183 грамма позволяют использовать его более чем с комфортом. У смарта не вырезали мини-джек, за что скажем спасибо производителю. Внешность у смартфона запоминающаяся и привлекательная. Дизайн задней крышки прямо топовый, можно без чехла носить. Супер AMOLED дисплей производства Samsung на 6,43 дюйма, хорош, плотность пикселей в топовые 409 ppi, частота обновления дисплея в 120 Гц радует глаз, прошивка прорисовывает. Есть поддержка DC-димминга, но работает не идеально. Датчик отпечатков пальцев в экране работает не очень, в моем экземпляре во всяком случае, возможно у вас все лучше. Процессор Qualcomm Snapdragon 778G довольно шустро отрабатывает, графический процессор Adreno 602L, пусть это не супер новый проц, но зато стабильный и не греется. Интерфейс Realme UI версии 2.0 на базе Android 11 не самое свежее решение, но на глобальную индийскую версию прошивок уже есть обновление на Realme UI версии 3.0. Оперативки на выбор 8 или 6 гигабайт типа LPDDR4X. Да, не самое последнее. Встроенной памяти на выбор 128 или 256 гигабайт типа UFS 2.2. Это хорошо. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии, а также поддержка 5G сетей, которая пока нам не нужна, если вы не в центре Петербурга или Москвы живете. Вибра здесь приятная и настраиваемая. Есть возможность записывать голос собеседника без уведомления его об этом. Кому-то будет важно. Bluetooth версии 5.2 почти последний, есть уже 5.3. NFC-модуль есть, MirPay устанавливается без проблем. GPS-модуль на борту, точность в городских условиях 3-5 метров, стандартно для Qualcomm. Не самый лучший вариант, но лучше 3 метров у Qualcomm в принципе не бывает. Вы уже знаете, конечно, что тесты PCMark я провожу на максимальной яркости и максимальной герцовке экрана, и аккумулятор здесь в 4300 мАч в PCMark показал время работы 7 часов 41 минуту. И напоминаю, что это со 100% до 20%, то есть это 80% аккумулятора выдает нам 7 часов 41 минуту, как и во всех других данных, которые я вам буду сегодня давать на смартфоны. Полностью аккумулятор зарядился родной зарядкой за 33 минуты с 0 до сотки, это очень неплохой результат. Напомню еще раз обладателям смартфонов бренда Realme: не теряйте родные зарядки и кабеля, подобрать работающие аналоги на Али довольно проблематично. Очень много подделок, хотя продавцы уверяют, что кабели поддерживают родную систему быстрой зарядки, но не всегда. Мощности процессора хватает на игры, также Genshin не лагает. И один из важных моментов, что при играх смарт греется, но не понижает максимальную яркость. И греется, я бы не сказал, что критично. Отмечу такой момент, что снижение яркости при нагрузках критично не только игроманам, но и тем людям, например, кто использует смарт как навигатор в машине. При длительной поездке летом в авто, тем более с подключенной зарядкой, вы с трудом разглядите, куда вам нужно поворачивать, если смарт самостоятельно выкрутит яркость на минимум, как это делают многие из современных смартфонов. Привет тебе, Samsung. Так что данные критерии являются очень важной характеристикой. По камерам ситуация следующая. Основной блок камер состоит из 3, основной модуль на 64 мегапикселя, ширик на 8 и макромодуль на 2. Видео смартфон может записывать в максимум
максимум в 8К 60 FPS. И, к слову, всем, кому нужны данные по попугаям Вантуту в 3D-марке, тротлинг-тесты и все остальное, еще раз напоминаю, все это есть в обзорах по ссылке в описании. Цифровая стабилизация у Realme работает так себе, фронталка на 32 мегапикселя, производство Sony. С другой стороны, 32 не 32, фронталка может снимать видео максимум в 1080p 30 FPS. Видео это явно не конек данного смарта, фронталка это точно. Минусы. Нет АК-порта, динамик выдает монофоническое звучание, нет поддержки карт памяти, нет защиты от влаги, но это неудивительно в этом ценовом диапазоне, нет беспроводной реверсивной зарядки, ночная съемка не радует, нет выделенного ЦАПа, датчик отпечатков пальцев срабатывает у некоторых, в том числе у меня, не очень хорошо. Еще вполне возможно вы будете смотреть топ через год. Напоминаю, что все эти данные с моими прошивками. Прошивки, разумеется, производители обновляют. Так что если у вас есть какие-то изменения, можете написать в комментариях, другим пользователям будет интересно. Но в целом так. На 8-м месте моего топа расположен Poco F3. Бешеные цифры в бенчмарках, почти все игры идут на ультра настройках, топовый комплект, включающий не только чехол с защитной пленкой, но даже переходник с Type-C на мини-джек. Щедрость 80 уровня от Xiaomi или Poco, как вам будет удобно. Зарядка на 33 Вт не поражает мощностью. С другой стороны, защита от пыли и брызг на борту, хоть и формата IP53. Но есть же, значит, могут производители, просто не хотят заморачиваться с гарантией. Габариты у смартфона стандартно большие, вес в 193 грамма прямо на грани, как по мне. Есть версия на 6 или 8 гигабайт, оперативка типа LPDDR5 и 128 или 256 гигабайт встроенной памяти формата UFS 3.1. Вы уже ощущаете почти самый топ. Процессор Snapdragon 870, видеопроцессор Adreno 650 довольно мощные. И да, они всегда идут в паре. Если вы видите Snap 870, логично, что у него обвес будет видеопроцессором Adreno 650, так же, как у опповского планшета, который был вчера на обзоре, можете посмотреть. Очень интересное детище BBK. У Poco есть поддержка сетей 5-го поколения, нам не нужных. Есть модуль NFC, GPS, сканер отпечатков пальцев, который работает довольно быстро. Дисплей имеет Full HD Plus разрешение и частоту обновления экрана в 120 Гц. Сенсорный слой имеет отклик в 360 Гц. Аккумулятор на 4500 мАч полностью заряжается от родного адаптера за 55 минут, что неплохо, но далеко не рекорд в наши дни. PCMark показал смарту 9 часов 53 минуты работы, и это прям совсем хорошо. Под нагрузкой смартфон все еще люто греется, даже с новыми прошивками, что плохо. Яркость дисплея сбрасывается после 30 минут игры, но падение примерно на 50 кандел. Некоторые снижения яркости просто не замечают. PCMark Smart показал 9 часов 53 минуты, что очень даже хорошо. Под нагрузкой Smart люто греется, и это плохо даже с новыми прошивками, а я с ним хожу. Виброотклик вполне обычный, как по мне, стереозвук на борту, но не топовый, опять же, по моему субъективному мнению. Есть полноценный Always On дисплей, что я отнесу к приличным плюсам. По камерам основной блок состоит из 3 модулей на 48 мегапикселей, на 8 и на 5 мегапикселей. Качество съемки по мне откровенно хромает, роллинг-шаттер на фронталку это просто с чем-то. Но железо за свои деньги однозначно топ. Минус разъем USB Type-C версии 2.0, и кому-то это не очень понравится, как мне. Например, я много файлов скидываю по проводу, и скорость передачи для меня критична. При нагрузках Smart снижает яркость уже после 30 минут игры, так что вспоминаем, что я говорил про яркость в начале ролика, и делаем выводы. Шим довольно приличный, это тоже минус для определенной аудитории. DC-димминг при этом отсутствует в прошивке. Датчик приближения периодически работает неадекватно. Да, прилетело новое обновление, и с новым обновлением он работает лучше, но не идеально. Нет поддержки карт памяти, мини-джека нет, а переходник это определенного типа костыли, как по мне. И Always On дисплей высаживает батарею ну прям очень быстро. На 7-м месте моего топа это китаец Realme Q5 Pro. К плюсам данного смартфона я отнесу возможность съемки в 4К 60 FPS, при этом неплохой съемки. Стабильно высокие показатели в играх, очень вкусный ценник, и в целом этот смартфон показывает себя лучше, чем предыдущий Poco F3. Благо он практически через год был выпущен. Комплект шикарен по сравнению с А-брендами и стандартен для Realme, включая чехол, блок питания и наклеенную защитную пленку. Блок питания, к слову, здесь на бодрых 80 Вт. Несмотря на китайскую версию смарта, в прошивке поддерживается русский язык, в отличие от тех же Xiaomi с их MIUI. Но предустановлена куча китайских приложений, которые нужно будет вручную удалять, либо деактивировать и замораживать. Подсказки всегда нужно читать в OpenAI, либо в каких-то ветках. Размеры смартфона традиционные по нынешним меркам. Весит он в 195 граммов, тоже ничего сверхъестественного. Полноценный обзор на каждый из смартов, напоминаю еще раз по ссылке в описании, с особенностями запахов упаковок и всего остального.
остального. Звук в смарте стерео, это не может не радовать. Экран AMOLED Full HD и имеет размер 6,62 дюйма. Классическая плотность пикселей в 398 ppi, яркость экрана приличная, 1300 нит пиковая, частота обновления экрана максимум 120 Гц. Есть поддержка DC-диминга, но его нужно включать в режиме разработчика. К слову, шим довольно небольшой, совсем не обязательно включать DC-диминг. Есть Always On дисплей полноценный. Сканер отпечатков пальцев ультразвуковой, в экране срабатывает четко. Процессор Snapdragon 870, а видеопроцессор стандартно Adreno 650 для него. Производительности вполне достаточно для большинства задач. Оболочка Realme UI 3.0 на базе Android 12, самая свежая. Оперативки на выбор 6 или 8 гигабайт типа LPDDR5. Встроенной памяти может быть 128 или 256 гигабайт типа UFS 3.1. Очень хорошее железо за эти деньги. Есть поддержка Wi-Fi 6 серии, 5G сетей, нам не актуальных. 7-й бенд есть в списке поддерживаемых частот, а вот 20-го нет. Но это не критично для большинства. Традиционно для Realme в стоке есть запись разговоров без уведомления собеседника. Опять же, помним, что это китайская версия смартфона. В глобалках такого быть не должно. Есть GPS-модуль с поддержкой 6 разных навигационных систем и точность определения местоположения, опять же, для Qualcomm стандартно 3 метра. Аккумулятор емкостью 5000 мАч заряжается полностью родным блоком питания за 35 минут. Удобно, не нужно на ночь оставлять смарт на зарядке. Достаточно утром покормить его полчаса и все. В PC-марке показал время работы 9 часов 28 минут на максимальной яркости и максимальной частоте обновления экрана. При нагрузках смарт не сбрасывает яркость экрана, что очень даже хорошо. Вспоминаем Poco. Основной блок камер состоит из 3 модулей. Основной модуль на 64 мегапикселя, сверхширик на 8 и макромодуль на 2. Видео смарт пишет максимум в 4К 60 FPS. По видеосъемке можете посмотреть примеры в отдельном обзоре. Все неплохо на самом деле. Фронталка на 16 мегапикселей снимает видео максимум в 1080p 30 FPS. Блок камер с маленькой шахматной доской оформлен очень интересно и запоминается надолго. Вылизанная программная оболочка Realme UI очень приятна в использовании. Минусы: нет направленных микрофонов со стороны основного блока, из-за этого звук пишется чуть хуже. Мини-джека нет поддержки карт памяти, разъем USB Type-C имеет формат 2.0, что печально. Защита от влаги не заявлена, нет NFC модуля, что лютый фейл, как по мне, но в нашей новой реальности все большее распространение получает оплату услуг с помощью QR-кодов через систему быстрых платежей в приложении банков. Так что не все уж так печально, как раньше. Беспроводной реверсивной зарядки нет, сканер отпечатков пальцев расположен слишком низко, как по мне, но это лично мое мнение. Есть новая версия данного смартфона в глобалке, она стоит по мне довольно дорого, на 15% дороже. Ссылку на нее я тоже оставлю, но покупать не буду, потому что смысла не вижу. По железу то же самое, просто глобалка. Шестое место моего топа я отдал Realme GT 2. Смарт имеет много положительных черт, безумные 1,5 миллиона баллов в Antutu на ИИ, процессор Qualcomm Snapdragon 3 восьмерки укращен специалистами Realme просто чудесно. Автономность отличная на максимальной герцовке и яркости экрана. DC-диминг в наличии, так что пользователи, чувствительные к шуму, скорее всего, будут довольны. Комплект стандартен для Realme, зарядка на 65 Вт в комплекте, прорезиненный лоток для сим-карт плюс в карму Realme. Размер у смарта стандартный, весит он 203 грамма, что близко к грани приличия, но это чисто мое субъективное мнение. Динамики у смартфона стерео, что радует. Дисплей традиционного размера на 6,62 дюйма и разрешение Full HD+. Плотность пикселей такая же, как у большинства соседей по топу, 398 ppi. Пиковая яркость 1300 нит будет достаточно большинству пользователей. Экран на 120 Гц с возможностью установления автогерцовки и принудительного включения 60 Гц. Есть поддержка DC-диминга, причем его можно включить даже при частоте обновления в 120 Гц, что довольно редко встречается. Автояркость работает стабильно хорошо, прот Snapdragon 3 восьмерки очень мощный, видео Adreno 660, интерфейс Realme UI версии 3.0 на базе Android 12. Все топовое почти, потому что помним, что после 3 восьмерок был 3.8+, потом был Gen 1 и сейчас уже скоро Gen 2 выйдет у Snap. Оперативка LPDDR5 на выбор 8 или 12 гигабайт, внутренняя память UFS 3.1, тоже почти самая последняя. На выбор есть конфигурация со 120 или 256 гигабайтами. Поддержка Wi-Fi 6E, 5G сетей и Bluetooth 5.2 на борту. Бенд 7 на борту, а вот 20-го бенда нет. Традиционно для Realme есть запись звонков прямо в оболочке, есть модули NFC для быстрого сопряжения с совместимыми устройствами, беспроводной оплаты, да на самом деле есть много
много вариантов применения этого модуля. Также проверка баланса карт подорожника, тройки или быстрого подключения наушников Sony. Я не говорю про Mir Pay, он работает, естественно, вы об этом и так знаете. Есть GPS-модуль с поддержкой 5 разных навигационных систем, точность в городских условиях 3 метра. Стандартно. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч. В PC-марке показал космические для этого процессора 9 часов 27 минут работы на максимальной яркости и частоте обновления экрана. При нагрузках смарт грелся, но яркость экрана не понижал, что хорошо. Основной блок камер состоит из 3 модулей. Основной модуль на 50 мегапикселей с сенсором от Sony и оптической стабилизацией, что просто отлично. Также сверхширик на 8 мегапикселей и макромодуль на 2 мегапикселя. Видео смарт пишет максимум в 4К 60 FPS без ограничения по времени. Фронтальный модуль также Sony имеет сенсор на 16 мегапикселей. Фронталка традиционно для Realme снимает с максимальным разрешением 1080p 30 FPS. Считают они, что фронталки нам не нужны. Минусы есть, как и у всех смартфонов из этого топа. Нет мини-джека, нет АК-порта, нет поддержки карт памяти, разъем USB Type-C имеет формат 2.0, защиты от влаги нет, заряжается смарт полностью от родной зарядки в выключенном виде за 50 минут. Не очень это удобно. У меня получается большой разброс по времени зарядки. Беспроводной и реверсивной зарядки нет, микрофоны при записи видео ведут себя не лучшим образом. Ну и на этом все минусы, как по мне. В целом достойный аппарат, плюс к минусам, наверное, я отнести должен то, что довольно проблематично найти глобалку Realme GT и GT2 Pro. То, что вы покупаете на Али, очень часто потом маринуют покупателей и не отправляют. Пишут, что не хватает. Очень популярный смартфон. И не скажу, что у него супер-мега камера. Еще раз повторяюсь, что все относительно. Плюс всегда помним, что если вы покупаете китайские смарты, нужно иметь голову. В прямом смысле свою родную голову, иметь в хорошем смысле. Почему? Потому что необходимо будет настраивать оповещения и еще много всего. В конце концов, даже чтобы удалить лишние приложения, нужно голову включать. Поэтому соизмеряйте свои интеллектуальные способности с желанием сэкономить. Пятое место моего топа отдано еще одному смартфону от корпорации Lenovo, а именно Motorola Edge X30. Плюсами данного смартфона является максимально новый и мощный на сегодняшний день процессор Snapdragon 8 Gen 1. Я надеюсь, что вы уже написали мне по поводу оговорки в S30, когда я 3 восьмерки плюс назвал последним, хотя уже есть и Gen 2 с другой стороны, и это тоже не самый последний. Но на Gen 2 я еще не видел ни одного смартфона. Скоро, кстати, представят в июле. Максимально свежее железо у X30, экран с частотой обновления в 144 Гц, комплект хороший, зарядка на 68 Вт и кабель с USB Type-C на USB Type-C, и чехол, и наклеенная заводская защитная пленка. Все по фэншую. Размеры у смартфона стандартные для 2022 года, вес в 196 граммов тоже не выделяется от остальных. Сканер отпечатков пальцев кнопки питания довольно удобный. Из особенностей на левой стороне смарта есть кнопка, на которую можно назначить различные действия. Удобно это. Звук у самого смарта стерео хорошего качества. Экран в данном смарте POLED с разрешением Full HD+, и максимальной частотой обновления экрана в 144 Гц. И по большому счету вот это разрешение и говорит о том, что это не супер-мега флагман. Все остальное железо кричит об этом. Плотность пикселей тоже стандартна, 396 ppi, никаких космических под 6 сотен, как у Xiaomi 12 Ultra, здесь нет. Есть функция снижения мерцания, но мерцание при включении функции не уменьшается, хотя оно в стоке минимально. Сканер отпечатка пальца работает моментально, лицо смарт распознает на долю секунды дольше, но совсем не критично. Процессор Snapdragon 8 Gen 1. Оболочка MIUI на базе Android 12, это почти голый Android, напоминаю, очень оболочка похожа на пиксельные смарты. Оперативка последняя LPDDR5, можно выбрать объем 8 или 12 гигабайт. Встроенной памяти на выбор 128 или 256 гигабайт, типа UFS 3.1. Напоминаю, что во флагманы побыстрее пихают, но это тоже топ. Смарт поддерживает Wi-Fi 6 версии и сотовые сети 5-го поколения, нам не актуальные пока что. Bluetooth версии 5.2, NFC модуль есть и работает без проблем. В прошивке есть поддержка быстрых жестов с смартфоном, очень даже удобно. GPS модуль с поддержкой 6 разных систем навигации на борту и показывает точность он в городских условиях в районе 3 метров. Аккумулятор емкостью 5000 мАч в PC-марке выдал 7 часов работы с 90 до 20% заряда, что для данного процессора неплохо. Не сотки я гонял, то есть получается вообще шикарный результат. От родной зарядки смарт полностью зарядился за 59 минут, что далеко не самый лучший вариант и не лучший результат среди смартфонов. В играх смарт грелся, но яркость не понижал, что хорошо. Результаты тестов в бенчмарках доступны в отдельном обзоре по ссылке в описании. Как на этот смарт, так и на все смартфоны этого топа. С камерами у данного смарта все хорошо. Основной модуль на 50 мегапикселей, сверхширик производства Samsung также на 50 мегапикселей, что выделяет смарт из толпы. А еще есть макромодуль на 2 мегапикселя. Видео смарт может записывать максимум 8К 30 FPS и 4К 60 FPS. Фронталка на целых 60 мегапикселей может снимать видео максимум в 4К 30 FPS. Очень хорошо.
строят. Есть микрофон в районе камеры, и звук Smart пишет очень достойно. К минусам данного смартфона я отнесу, по мне, то, что Motorola это не Motorola, а Lenovo. Это имеет значение для операционки, я считаю, и для ее поддержки. Нет защиты от влаги, это IP52 означает лишь частичную защиту от пыли. Беспроводной реверсивной зарядки тоже нет, так что это не флагман в широком смысле этого слова. Нет поддержки карт памяти, русского языка в китайском смарте нет. Так что как же контрастирует со всем этим смартфоны от Realme, правда? Но неужели трудно добавить русский язык в прошивку? А Lenovo? Память телефона с помощью карт памяти не расширить, нет ИК-порта, нет мини-джека, начинаешь отвыкать уже от проводных наушников, но настоящие мобильные геймеры именно из-за этого не будут покупать такой смарт. Во всяком случае, я так думаю. Беспроводные уши все еще далеки по задержке и качеству звука от проводных. Автояркость работает нестабильно, по крайней мере у меня. В 4G сетях нет поддержки бенда 20. На четвертое место этого топа я поставил глобальную версию смартфона Xiaomi Redmi Note 11 Pro. К плюсам данного аппарата я отнесу бодрую зарядку на 67 Вт, поддержку частоты обновления экрана в 120 Гц и очень приятный ценник даже без всяких распродаж. Комплект хороший, пленка с леофобкой, блок питания и чехол. Все сразу идет в комплекте. Мини-джек есть, и это не может не радовать. Гарантия на глобалку действует на территории РФ, за что отдельное спасибо. Размеры у смартфона традиционные, весит он 203 грамма, прямо на грани комфорта, как по мне. Сканер отпечатков пальцев, кнопки питания работают хорошо, динамики стерео звучат довольно классно. ИК-порт тоже есть, все прелести дистанционного управления бытовой техникой вам доступны. Слот для сим-карт гибридный или две сим-карты, или сим-карта и карта памяти. Но хоть что-то. Дисплей Super AMOLED имеет размер 6,67 дюйма, поддерживает частоту обновления экрана в 120 Гц и плотность пикселей в 395 ppi. Пиковая яркость 1200 нит достаточно для всех. На солнце экраном можно пользоваться без проблем. Проц Mediatek Helio G96, видео ARM Mali G57 MC2, интерфейс MIUI 13 на базе Android 11 не самой свежей версии. Возможно, прошивка новая уже прилетела, но опять же напоминаю, что я делаю обзоры на тот момент, когда смарты выходят. Логично, что потом прошивки прилетают новые, как и версия Android. Оперативка не последняя, LPDDR4X, на выбор доступно 6 или 8 гигабайт. Внутренняя память UFS 2.2 и на выбор 64 или 128 гигабайт, что, несомненно, немного по нынешним меркам, но есть хотя бы поддержка карт памяти, что немного упрощает ситуацию. Смарт поддерживает Wi-Fi 5 версии, в сетях 4G есть поддержка бендов 7 и 20. Датчик приближения не глючит, как у отдельных представителей Xiaomi и Poco. Есть возможность записывать голос собеседника, но его при начале записи уведомят. Вибромотор неплохой, но не настраиваемый. Bluetooth версии 5.1, не последний. NFC-модуль есть, GPS-модуль поддерживает 3 различные системы навигации и точность в городских условиях отличная, всего 1 метр. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, и в PC-марке он показал время работы 7 часов 41 минуту на максимальной яркости и 120 Гц экрана. Полностью от родной зарядки Smart заряжается за 45 минут, что неплохо. Проц не игровой, и в играх частенько проскакивают лаги, поэтому настройки графики не рекомендую повышать. Результаты бенчмарков с примерами камер посмотрите в полноценном обзоре, повторяюсь, по ссылке в описании. Блок камер состоит из 4 модулей, основной на 108 мегапикселей, сверхширик на 8, макромодуль на 2 и датчик глубины на 2 мегапикселя. Видео Smart пишет максимум в 1080p 30 fps, есть цифровая стабилизация изображения. Фронталка на 16 мегапикселей, может снимать также в 1080p 30 fps. Фото основной камеры довольно неплохие. Минусы, разумеется, есть. Основной модуль умеет снимать видео максимум в 1080p 30 fps, в отличие от китайской версии. К минусам также отнесу отсутствие поддержки 5G сетей, хоть они нам пока и не актуальны. Нет защиты от воды, хотя салазки для сим-карт прорезинены. Нет автогерцовки экрана, только 60 или 120 Гц. DC-диминг не завезли Xiaomi, и это печально. Always on Display есть, но только на 10 секунд. Полноценного, считайте, нет. В играх Smart снижает яркость экрана уже после 20 минут игры, и это плохо. Нет беспроводной реверсивной зарядки, качество и разрешение видео основной камеры по мне не супер. Фронталка тоже не блещет качеством, к плюсам, разумеется, это супер ценник. Тройку лидеров сегодняшнего топа открывает детище BBK OnePlus 9R. Основными плюсами данного представителя корпорации BBK я считаю отлично оптимизированную оболочку, хороший комплект с блоком питания на 65 Вт, защитную пленку, чехол довольно приличный и известную и любимую всеми владельцами топовых OnePlus качельку переключения режимов звонка. Мне лично она очень нравится и считаю я ее полезной. Размеры стандартные, весит Smart 192 грамма, не кирпич одним словом, звук у Smart стерео, притом неплохое. Лоток для сим-карт прорезинен, AMOLED-дисплей размером 6,55 дюйма, имеет Full HD Plus разрешение и максимальную частоту обновления экрана в 120 Гц. Плотность пикселей 402 ppi, отличная, отдельные пиксели не видно. Шим у экрана минимален, что не может не радовать. Always on Display полноценный. Сканер отпечатков
пальцев в экране срабатывает быстро без задержек. Прот стандартный для этого топа Snapdragon 870, видео Adreno 650. Мощности процессора хватает для повседневных задач с головой, и игрушки Smart тоже тянет без проблем. Естественно, если не ставить самые тяжелые на сегодняшний день Genshin Impact на максимальной настройке графики. Оболочка Oxygen OS на базе Android была на момент моего владения данным смартфоном, 11-й версию Android. Сейчас, судя по разным источникам, уже прилетело обновление до Android 12. Оперативки на выбор 8 или 12 гигабайт типа LPDDR4X. Встроенной памяти может быть 128 или 256 гигабайт типа UFS 3.1. Wi-Fi 6 серии поддерживается, есть поддержка 5G, нам не нужная пока, Bluetooth не самой свежей версии 5.1, но довольно быстрый. В сетях 4G есть бенды 7 и 20. Сенсоры приближения работают без нареканий, вибро приятные, но не настраиваемые. NFC-модуль есть, работает без проблем, за исключением Google Pay в России, как и у всех. Но Mir Pay работает. GPS-модуль, естественно, тоже есть, он двухдиапазонный и поддерживает 3 различные навигационные системы. Точность GPS достаточно 3 метра в городских условиях. Аккумулятор емкостью 4500 мАч в PC-марке показал время работы в 6 часов 44 минуты на 120 Гц и максимальной яркости экрана. Полностью аккумулятор зарядился от родной зарядки за 40 минут, и это неплохо. При нагрузках яркость аппарат не сбрасывал, что хорошо. Блок камер состоит из 3 модулей, основной модуль на 48 мегапикселей, с сенсором от Sony также есть сверхширик на 16 мегапикселей, макромодуль на 5 мегапикселей и черно-белый модуль на 2 мегапикселя. Видео Smart снимает максимум в 4К 60 FPS, есть цифровая оптическая стабилизация. Фронтальный модуль также производства Sony на 16 мегапикселей, снимает видео максимум в 1080p 30 FPS. Минусы: нет защиты от влаги, нет беспроводной реверсивной зарядки, нет поддержки карт памяти, нет защиты, нет мини-джека, и порта тоже нет автогерцовки экрана, только 60 или 120 Гц. В Smart есть ограничение по времени видеосъемки в максимальном разрешении на 5 минут, и это фейл. Возможно, он программно уже снят, но на 9 Pro еще не сняли, хотя все говорили, что сняли. Второе место сегодняшнего топа я отдал Realme GT Neo 3. И да, на него уже есть глобалка, и она продается, но она на 20% дороже, чем сам смартфон, где-то на 15%. Это один из самых сбалансированных смартфонов у Realme, даже несмотря на отсутствие глобальной версии у меня на руках. Главное, она в продаже есть. Традиционно для Realme хороший комплект, включающий не только блок питания на целых 80 Вт, но и чехол, заводскую защитную пленку и кабель USB Type-C, USB-A. Стандартные в 2022 году размеры, весит Smart 188 граммов, немного, опять же, по меркам этого года. 2 белые полоски по задней крышке аппарата выглядит свежо, особенно на фоне черных или белых, или других монотонных расцветок. Звук из динамиков Smart выдает стерео, притом довольно хороший. Лоток для сим-карт прорезинен, дисплей типа AMOLED размера 6,7 дюйма, разрешение Full HD+, и максимальную частоту обновления экрана в 120 Гц. Также есть 60 Гц автогерцовка. Плотность пикселей 394 ppi достаточно для большинства. Яркости экрана на солнце слегка не хватает, но все решает включение автояркости. Пиковая яркость здесь бодрая. DC-диминг включается только в режиме разработчика, но ситуацию кардинально не меняет, хотя шим есть и не маленький. Always on дисплей на борту, и он полноценный. Сканер отпечатков пальцев в экране может, ко всему прочему, распознавать сердечный ритм, кому-то эта функция может пригодиться, хотя я сомневаюсь. Процессор здесь установлен MediaTek Dimensity 81205G, видео Mali G610MC6. Оболочка Realme UI версии 3.0 на базе Android 12. Все самое последнее. Оперативки на выбор может быть 8 или 12 гигабайт типа LPDDR5. Встроенной памяти на выбор 128 или 256 гигабайт типа UFS 3.1. Smart поддерживает Wi-Fi 6 версии, 5G сети нам пока не нужны в большинстве своем. Причем 5G можно использовать одновременно с 2 симок, если бы он у нас был. В 4G сетях есть только бенды 7, 20 нет. В глобалке есть 20 бенд. Повторяюсь, что на глобалку я тоже ссылку оставлю. Традиционно для Realme в стоке есть возможность записи разговоров собеседников без его уведомления. Но опять же, это в китайской версии. Я думаю, в глобалке такого нет. Вибромотор отличный, притом настраиваемый. Bluetooth модуль последнего поколения версии 5.3. Это круто. Есть модуль NFC, и производитель заявляет об увеличенной площади сенсора. Так что владельцу смарта не нужно будет елозить задней крышкой смартфона по терминалу в попытках оплатить покупки на кассе, например. GPS-модуль с поддержкой 6 разных систем навигации тоже есть. Точность всего 1 метр в городских условиях. Это вам не Qualcomm. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, и в PC-марке он показал время работы 7 часов 35 минут на 120 Гц при максимальной яркости экрана. И полностью заряжается он от родной зарядки за 38 минут. Напоминаю, это со 100% до 20%. То есть, по факту, вам точно на день его должно хватить. В играх Smart грелся, но яркость не сбрасывал, что радует. По автономности в играх, фильмах и всем остальном, опять же, я повторяюсь, в обзорах на данные аппараты все у меня есть. Основной
блок камер состоит из 3 модулей. Основной модуль производства Sony на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией. Также есть сверхширик на 8 мегапикселей и макромодуль на 2 мегапикселя. Основная камера может записывать видео максимум в 4К 60 FPS. Фронталка производства Samsung пишет видео максимум в 1080p 30 FPS. Опять же, традиционно для смартов этой ценовой категории. Минусы: нет поддержки карт памяти, нет мини-джека, нет ИК-порта. Фронтальная камера расположена по центру экрана. Мне такое расположение камеры не особо нравится, но на вкус и цвет все фломастеры разные. Разъем USB Type-C имеет версию 2.0. Для меня это печально, кому-то все равно. Защиты от влаги нет, нет беспроводной зарядки, нет направленного микрофона в основном блоке камер, так что звук видео будет не очень. Оптическая стабилизация в основной камере отрабатывает не лучшим образом. Кому-то может слегка не хватить яркости экрана, если не использовать автояркость. Если использовать, вам ее хватит. Больше минусов нет. Смарт достойный даже в китайской версии. В китайской версии просто он еще нереально выгодный, а в глобалке, он тоже до 25 тысяч сегодня стоит. Вопрос, что будет завтра, но сегодня пока так. Лидер сегодняшнего топа по мне это OnePlus 9RT. Просто бомбический аппарат за свои деньги, и в категории до 25 тысяч рублей его можно смело рекомендовать любому. Смарт я покупал в китайской версии, на которой установлена оболочка ColorOS, в отличие от глобальных версий с OxygenOS, но найти отличия смогут далеко не все, да и многим все равно, какая из этих двух оболочек установлена на смарте. Обе они работают без проблем. Понятно, что может быть проблема с агрегацией частот, может быть проблема с уведомлениями, но для этого вам и форумы нужны, чтобы не тратить в 2 раза больше. Почему бы не изучить вопрос, правда? Смарт работает очень стабильно и нет бесящего времени ограничения по видеосъемке в максимальном разрешении в 5 минут, как в 9 Pro. Комплект хороший, блок питания на 65 Вт, кабель и классный чехол в комплекте в наличии. Ничего сразу докупать не надо. И защитная пленка тоже наклеена, заводская. Размеры у смарта стандартные, весит он 203 грамма, почти как iPhone 13 Pro. Не маленький такой вес. Лоток для сим-карт прорезинен, русский язык есть из коробки, даже в китайской версии смартфона никуда не делся. Фирменный переключатель режимов звонка, что радует. Звук смарт через динамики выдает стерео. Качество приличное. Fluid AMOLED дисплей размером 6,62 дюйма имеет разрешение Full HD+, плотность пикселей 399 ppi, максимальная частота обновления экрана 120 Гц. Always on дисплей на борту, и он полноценный, но спрятан он глубоко. Сканер отпечатков пальцев в экране работает отлично. Смарт оснащен процессором Snapdragon 3 восьмерки. Видео представлено чипсетом Adreno 650. Оболочка у меня была установлена ColorOS 12 на базе Android 11. Оперативка LPDDR5 на выбор версия 8 или 12 гигабайт. Встроенной памяти на выбор может быть 128 или 256 гигабайт типа UFS 3.1. Есть поддержка Wi-Fi 6, 5G сетей, 4G есть 7 и 20 бенды, что радует. Bluetooth модуль версии 5.2, есть поддержка кодека LDAC, вибра хорошая, настраиваемая. NFC модуль тоже на борту, работает без проблем, кроме, собственно, Google Pay, но это не из-за смартфона. В РФ данный сервис отключен. GPS модуль поддерживает 5 видов навигационных систем и в городских условиях показывает точность 3 метра, что стандартно для Qualcomm. Аккумулятор не самый большой, емкость 4500 мАч. PC-Mark проходить он у меня отказался, что странно. Многие, кто не настроил данный аппарат, кстати, жалуются по поводу его автономности, но большинство, основная масса, кто не играет в игры, довольна. От родного адаптера питания Smart зарядился полностью за 35 минут, что не рекорд, но очень неплохо. В играх при нагрузках Smart нагревался, но яркость он не сбрасывал. Учитесь, производители смартфонов, брендов. Основной блок камер состоит из 3 модулей, основная камера на 50 мегапикселей от Sony, также есть сверхширик на 16 мегапикселей и макромодуль на 2 мегапикселя. Да, телевика нет. У основного модуля камеры есть оптическая и цифровая стабилизация. Видео Smart пишет максимум в 4К 60 FPS и снимает он без ограничения по времени съемки. Фронталка на 16 мегапикселей также производство Sony, и видео пишет он максимум в 1080p 30 FPS. На блоке камеры есть направленный микрофон, а значит звук писать при видеосъемке Smart станет чуть лучше. Минусы у смарта есть, а именно нет ИК-порта, нет мини-джека, нет поддержки карт памяти, но по современным тенденциям даже в смарты среднего ценового диапазона уже практически никто не устанавливает даже гибридные лотки для сим-карт, не говоря уже про раздельные. У смарта нет беспроводной реверсивной зарядок, разъем USB до сих пор версии 2.0. Лично мне это не нравится. DC-димминга в прошивке по умолчанию нет, но шим небольшой, глаза не устают. Почему здесь нет OnePlus 2T, почему нет SE 2 Lite и всего остального, друзья? Потому что это мой топ, я обозреваю много смартфонов, и я считаю, что эти самые интересные. Да, я мог бы сюда добавить iQOO Neo 6 SE, но опять же, на него обзор еще только будет. Да, возможно, я бы мог сюда каким-то образом запихать смартфоны от Xiaomi 12X, допустим, потому что он уже приближается к отметке в 25 тысяч рублей. Пока их в этой отметке нет, поэтому вот такой топ. Напоминаю, что OnePlus 10 Pro, если вы посмотрите в Telegram скидок по ссылке в описании к видео, стоит в районе 36 тысяч рублей. Очень советую вам из флагманов Vivo X8
X80 Pro, пусть китайской версии, но за 52 тысячи рублей. Если вы решили купить какой-то супер лоу-кост, там Narza 50i, который у меня на руках, стоит в районе 5,5 и 6 тысяч рублей. Смотрите, распродажи сейчас на Али нет, она есть, но промокодов нет, с одной стороны. С другой стороны, они сделали адекватный курс, и все кажется нереально дешево. Пока все доставляют, сроки плюс-минус те же, никому не верьте. Если что-то перестанет доставляться, я вам обязательно сообщу. Резюмирую, OnePlus 9RT очень сбалансирован по характеристикам, прошивки и, на мой взгляд, один из лучших кандидатов на покупку в категории до 25 тысяч рублей, потому что он к этим 25 тысячам не приближается, его реально купить в районе 21-22 тысяч рублей. Их много, и они все классные. Когда ты обладаешь данным аппаратом, у тебя ощущение, что ты используешь премиум. Не забывайте подписываться на телеграм-канал Взаимопомощи, телеграм-канал скидок, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Разумеется, все, кто спрашивают, Саня, где Oppo X5 Pro? Он на руках. И еще, наверное, аппаратов 10, в том числе те, которые вы видели на обложке. Это 11E от Redmi, это Realme Q5 и Q5i. Да я устану вам перечислять, сколько я всего сейчас тестирую. Девайсом всем из топа да. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсах. Добра и удачи вам, дорогие друзья!